Здравствуйте, вы на канале Голос Анха. И сегодня в видео я расскажу о 4 вещах, от которых нужно отказаться в феврале 26 года, чтобы стать счастливее. Февраль — это не просто последний месяц зимы, это особенно период, который служит своеобразной границей между холодной снежной порой и предвкушением весны. Этот месяц представляет собой уникальную возможность для внутренней перезагрузки и саморазмышления. Важно помнить, что соблюдение ряда простых правил может значительно изменить вашу жизнь к лучшему и помочь избавиться от негативных мыслей и эмоций. Февраль, насыщенный яркими астрологическими событиями, подталкивает нас к искреннему разговору с самим собой. Это время, когда стоит задуматься, что мешает нам быть счастливыми, что уже не актуально в нашей жизни, а что требует от нас решимости и смелости, чтобы отпустить это. Я советую избавиться от всего, что тянет нас назад, и сделать эту весну настоящим стартом для обновленной и радостной жизни. Одной из самых распространенных привычек, с которой нужно бороться, является сравнение себя с другими. В эпоху социальных сетей мы постоянно видим, как другие люди демонстрируют свои успехи, красоту и значимость. Мы невольно начинаем оценивать свою жизнь по чужим меркам. Но звезды февраля, особенно растущая луна в знаках Льва и Тельца, призывает нас остановиться и сказать себе: «Достаточно». Сравнение лишает нас возможности ценить то, что у нас уже есть. Наш уникальный путь, личные достижения, таланты и любовь близких. В конце зимы стоит практиковать благодарность и развивать привычку отмечать свои маленькие победы. Это станет прочным фундаментом для истинного счастья. Другой важный аспект, который требует внимания, это отрицание своих чувств и усталости. Часто мы стараемся быть сильнее, чем есть на самом деле. Замалчиваем свои тревоги и не позволяем себе отдых. Мы можем даже избегать проявления эмоций, таких как слезы или страх. Важно научиться признавать свои чувства, не прятать усталость и слабость. Позвольте себе провести день без дел, насладиться ванной с ароматическими маслами или просто отдохнуть. Честность с собой приносит исцеление и освобождает место для радости и позитивных эмоций. Также стоит обратить внимание на жесткое планирование и страх перемен. В начале года многие из нас ругают себя за несбывшиеся обещания и неподписанные галочки в списке дел. Однако февраль 26 года может стать временем неожиданных сюрпризов и возможностей. Ослабьте контроль над своей жизнью, отпустите жесткие рамки и дайте себе возможность удивляться. Если ваш распорядок начинает трещать по швам, это может быть знаком того, что в вашей жизни есть пространство для чего-то нового и лучшего. Замените страх перемен на любопытство, а жесткое планирование на гибкость подхода. Не стоит забывать и о том, что зимние месяцы часто приносят с собой ощущение одиночества и замкнутости. Однако февраль – это время для новых связей, встреч и восстановления утраченных контактов. Откажитесь от мысли, что все проблемы лежат только на ваших плечах. Запишитесь на интересный курс, позвоните старому другу или предложите совместное дело коллеге. Сообщество, поддержка и тепло общения могут значительно улучшить ваше эмоциональное состояние и добавить ярких красок в вашу жизнь. Таким образом, февраль — это не просто переходный месяц, а время для глубоких изменений и саморефлексии. Используйте этот период, чтобы освободиться от всего, что тянет вас вниз, и откройте двери для новых возможностей и радости. Напоминаю вам, что я обновил свой бесплатный телеграм-канал, где теперь ежедневно появляются астропрогнозы, магические практики и медитации, а также много всего интересного и эзотерического. Поэтому рекомендую подписаться, если вы еще этого не сделали. Ссылка будет в закрепленном комментарии. А на сегодня это все, и помните, ваша жизнь может стать значительно ярче и насыщеннее, если вы будете следовать этим простым, но эффективным рекомендациям. Помните, что каждый из нас уникален, и важно ценить свои достижения и путь, который мы проходим. Верьте в себя и свои силы, и пусть февраль станет для вас стартовой площадкой для новой, более счастливой жизни.